Маск купил компанию за 60 миллиардов и не заплатил ни доллара. Курсору скоро конец, пацаны. Грок уничтожил весь мир. Все Да. будут знать, что ты там пишешь своему Это коду. прямо неприятно. 25% вероятность уничтожения человечества, и мы просто живем с этой информацией. Короче, неделя была дикая. Маск купил Курсора за 60 миллиардов. Это вообще самая большая покупка стартапа в истории. У ChatGPT впервые отжали половину рынка, а нейросеть сама без людей поставила 10 тысяч химических опытов и нашла то, что искали лет 20. И это я еще не все новости назвал, которые мы обсудим на этой неделе. Второй наш с Владом дайджест из мира искусственного интеллекта. Что произошло за неделю? Все сейчас разложим по полочкам, расскажем. Погнали. Вообще, Супер. кстати, про 60 миллиардов, я только сейчас как-то, пока это говорил, осознал, что речь не про 60 миллионов долларов, речь про 60 60 миллиардов. миллиардов. То есть они покупают стартап, да, там все там, ну, хотят стать типа единорогами, вот до миллиарда дойти, а они покупают за 60 миллиардов стартап. Ну, Но мы на прошлой за неделе с тобой воздух. даже разбирали. Да, мы разбирали то, что SpaceX стал стоить триллион с чем-то, типа обогнал там акции Nvidia и так далее. И капитализация растет очень сильно еще за счет того, что они, получается, объединились с XAI, и это, по сути, теперь большая такая компания, в которой в том числе такие AI-фичи. Вот, они могут себе позволить это. Да, ну получается, что SpaceX купил XAI, и XAI как бы покупает курсор, да, потому что они не могут сделать своего, я так понимаю, агента. Только неделю назад обсуждали, что Apple не смогли сделать свой ИИ и запартнерились с Gemini. Так получается, Илон Маск не смог сделать своего агента для кодинга и покупает курсор, значит. Но там интересно, что он покупает не за бабки, он покупает за акции SpaceX. То есть это, по Да, да, сути, да. за воздух. То есть это такое обещание, что вот типа есть вот у нас некие акции, которые тут вот уже 150 баксов стоят, вот, значит, и за акцию. И вот за них они покупают этот XAI. Я бы, конечно, на месте этих основателей, значит, Курсора, я продал бы сразу эти все акции, вывел бы бабки. Просто обрушил бы весь рынок США, короче. Ну, блин, это выглядит очень странно, да, типа сначала вот это большой рост стоимости SpaceX, потом покупка за 60 миллиардов, ну, короче, это, как знаешь, какая-то пирамида строится. А ты знаешь, сколько лет основателям Курсора? Они, по-моему, только закончили Стэнфорд или что-то такое, они пошли сделали курсор, который по факту просто типа прогов, которые можно типа вайп-кодить, типа банально просто создавать код и выбирать разные модельки. И у них даже по факту вот раньше не было своей модели, у них сейчас уже есть своя модель, которая пишет код, но раньше такого не было. Да, и то есть они по факту, они просто сделали такой агрегатор вот этих разных моделей, там, Клода, ChatGPT и остальных, то есть они сами модель не сделали, они выросли на, как бы на чужих моделях, они просто сделали агрегатор, где ты можешь их все использовать модели для кодинга, и чувакам по 25 лет, и они сейчас после этой сделки, то есть становятся миллиардерами, каждый из Да, них. все фаундеры причем. Вот. Но это круто, и они просто вовремя очень эту штуку сделали, потому что когда только начали вот типа модели улучшаться, и только-только они стали хорошо писать код, уже на уровне там типа медлов, например, они как раз в этот момент по факту с таким хорошим продуктом вышли на рынок, и он прям, по-моему, очень сильно завирусился. То есть вообще почему его купили? Потому что там типа миллионы пользователей, которые его используют прям супер стабильно, и это как раз основной, по сути, повод, почему его купили. Ну и, кстати, за этим есть один скрытый смысл, типа, для чего вообще, типа, SpaceX вообще нужен был курсор. Но, насколько я понял, он, короче, выступает в роли просто штуки, которая будет обучать как раз-таки игрок. То есть она будет весь вот этот input, output, который, ну, за счет кода происходит, да, который генерируется, обучать на этом как-то нейронку. Ну, вот. Ну и, в принципе, мне кажется, что Грок какую-то принял пивот-стратегию, потому что явно они как в рынке типа вот этих обычных LLM проигрывают, и они, видимо, может быть, хотят сфокусироваться на, допустим, кодинге. А, кстати, по поводу курсора, то есть это, значит, я был неделю назад на встрече в А, Тель-Авиве как раз-таки этих всех это вайп-кодеров и чуваков, которые с помощью Клода что-то создают. И там был чувак из Майами, ему 21 год,
Значит, и Короче, спойлер, курсору скоро конец, пацаны. да, значит, он создает убийцу курсора. То есть он вышел, там у него был одноминутный питч, он вышел, говорит, я делаю убийцу курсор, значит, показывает демонстрацию, и у него там просто, значит, такая прога, и там, типа, 20 терминалов запущено со всеми агентами, там, с Клодом, с ChatGPT, с Anti-Gravity, то есть все, которые есть, да, для работы в терминале кодинговые агенты, у него просто их вот так вот 20 штук запущено, и он говорит, сейчас, смотрите, я одной кнопкой сейчас еще 10 терминалов открываю, он нажимает, у него открывается еще 10 терминалов. Потом он говорит, смотрите, я могу новый терминал, например, вы идете по беговой дорожке, да, и вы вайп-кодите, и вы делаете вот так, и у него открывается терминал еще один. Вот, и он сделал то, что можно звонить своему терминалу, то есть ты можешь, у тебя есть конкретно номер, на который ты звонишь, и ты должен назвать какое-то кодовое слово, и ты можешь тогда через свой терминал на компе, значит, что-то наговорить туда через агента Eleven Labs. То есть, короче, вот такая тема, вот, и он очень сильно верит в то, что он сделает убийцу курсора, но, честно сказать, мне кажется, что достаточно маловероятно. Такие. Я смотрел видос, короче, недавно про, типа, экосистему Илона Маска, что он пытается построить, и на самом-то деле, типа, по факту все вот эти компании, Neuralink, получается, SpaceX, Grok, до этого, когда была отдельная компания, это все как бы концепт какого-то одного единого будущего, где люди там будут жить на Марсе и так далее, ну просто насколько это все гениально продумано, это вау. Маск продает нам это будущее такое фантастическое, которое вот-вот уже, вот-вот, и оно настанет. И именно за счет этого он первый триллионер, потому что, ну, по факту этого всего еще нет. На Марсе никого нет, на Луне никого нет. Что сейчас происходит? Перед тем, как он сделал IPO SpaceX, он говорит, короче, на Марс что-то далековато лететь, во-первых, говорит, во-вторых, только раз в 26 месяцев можно полететь, когда Земля и Марс в оптимальной точке находятся, эффективно лететь. Редковато, получается, можно летать, не очень удобно. Мы поэтому решили, что мы будем все-таки на Луне строить колонию. Она поближе, поэтому колония будет на Луне. Я действительно верил, что мы сейчас на Марс полетим. Но не я лично, я как бы не очень хочу, и честно скажу, не очень хочу. Но я думал, что вот сейчас человечество полетит на Марс. Никогда никто никуда не летит. То есть как-то это детская моя была эта мечта. Катапультируемся ко второй новости. Вот, это у нас, да, ChatGPT впервые стал ниже 50% рынка. То есть, если раньше ChatGPT был постоянным лидером, то есть никто даже близко не стоял, то сейчас, соответственно, за последние, наверное, несколько месяцев, я бы сказал, может быть, полгода, ситуация сильно изменилась, и сейчас он занимает уже меньше 50% и вырывается, вот скажем, по активным пользователям, да, которые постоянно пользуются, ну, как бы в рейтинг уже Gemini и Claude. При этом Gemini занимает 27% и Claude 10%, что, кстати, для меня немного удивительно, потому что я думал, что как бы все Claude пользуются, оказывается нет. Но при этом интересный факт, что, блин, у чата GPT все равно самая высокая конверсия в платную подписку. То есть, наверное, вот с этой точки зрения он наиболее эффективный. У Клода самая конверсия. Да, я перепутал, сори. Да, у Клода. У Клода самая высокая. 13% из, получается, юзера в платную подписку. Я думаю, что это прям очень логично, потому что, типа, я сам, когда впервые попользовался, я понял, что даже близко под мои конкретные задачи ничего не стоит. Да, это правда. И здесь очень важно, то есть, что именно потерял половину рынка именно по активным пользователям. То есть по активным пользователям, по количеству людей, да, вот то, что я говорил раньше, то есть ChatGPT занимался до больше 50%, сейчас он упал меньше 50%, а Gemini вот эти 27,7, они на самом деле немножко обманчивые. Почему? Потому что, по сути, ты являешься пользователем Gemini, если ты просто что-то погуглил. Они же внедрили в Google поиск Gemini. Соответственно, ты считаешься ежемесячным пользователем, если ты хоть раз что-то погуглил, у тебя вылез ответ, который сгенерирован Gemini, ты пользователь Gemini, поэтому эти проценты, по сути, несравнимые, потому что ChatGPT, пользователи, это все-таки люди, которые скачали ChatGPT и намеренно туда заходят каждый месяц в приложение или на сайт. То есть это некие есть действия, да, которые тебе нужно сделать. Gemini, ты являешься пользователем просто по факту своей жизни, по сути. Да, то есть если ты что-то гуглишь, если ты там пользуешься Android, у тебя встроенный этот Gemini там сейчас во все щели, да, то есть это такие пользователи не настолько качественные, насколько пользователи ChatGPT,
И до платной подписки, мне кажется, что тоже у ChatGPT, то есть гораздо ближе, да, вот эти пользователи, чем Gemini, который там случайно где-то что-то, значит, в андроиде спросил. Вот. А Ну Claude да, здесь, да. конечно, при 10% ежемесячных пользователей, да, активных, просто всех уделывает по выручке, да, и Claude, по-моему, вот недавно они преодолели первую эту точку, когда начал окупаться модель. То есть, потому что все компании, мы же знаем, да, что все AI-компании сейчас в убыток работают жестко. На инвесторские деньги жгут Конечно, эти все логично. токены и так далее. И вот Клод недавно вышел это в нулевую точку, но потом сказали то, что это ненадолго, мы сейчас опять, поскольку мы обучаем новые модели и все такое, сейчас опять уйдем в убытки, но они ближе всех к тому, чтобы зарабатывать. Вот. Вот такая тема. Ну да, да. Это по сути просто инвестиции в то, чтобы эту технологию развивать. Это вообще как бы не про бабки, потому что даже ChatGPT, OpenAI компания, они начинали как некоммерческая организация. То есть у них даже вообще задумано не было в то, чтобы это как-то монетизировать. Это было просто на благо, скажем, развития AI. Но прикол коммерческих организаций в том, что вот за счет таких инвестиций они как бы дают буст, и это гораздо эффективнее и проще развивать. И вот Claude, на самом деле, в этом плане, хоть и занимает гораздо меньшую долю рынка, он все равно по качеству аудитории, мне кажется, гораздо сильнее. Потому что, типа, это все-таки бизнес, по большей части аудитория, это предприниматели и так далее. А ChatGPT это больше, типа, такой широкий спектр людей, которые платят там вот эту плюс подписку, например. И, соответственно, у OpenAI операционный убыток это 21 миллиард долларов. Вот, то есть, несмотря на вот такие громкие цифры, все равно по монетизации своей аудитории они немного отстают. Мы, кстати, обсуждали его на прошлой неделе. Gemini 3.5 Pro. Очень интересная модель, которую мы все ждем, потому что она обладает интересными характеристиками. И при этом Google в этом, конкретно с этой моделью, не делает ставку на то, чтобы она была там самой умной из всех моделей, которые существуют. Она больше, соответственно, опирается на то, чтобы повысить предыдущие лимиты, например, контекстные, да, то есть в этом плане можем посмотреть на таблицу, и у нас Gemini 3.5 Pro по контексту будет 2 миллиона токенов, хотя до этого у самых сильных моделей, там Opus 4.8, Fable 5, например, которые заблокировали, контекст был всего миллион. Вот, поэтому в этом плане Gemini 3 Pro будет интереснее для таких масштабных проектов. Да, и это, кстати, интересный момент, потому что Gemini, они вот с этой моделью камбэчат к 2 миллионам токенов, потому что, кто помнит, у Gemini 1.5 Pro, которая это пара поколений назад, было 2 миллиона токенов контекстное окно. Просто в Gemini 3.1 Pro его убрали, они сделали опять миллион, потому что были проблемы с тем окном, что очень сильно он начинает тупеть, очень долгие ответы, и они в 3.1 Pro сделали упор именно на его способности к рассуждению, да, вот этот reasoning, и тому, чтобы он хорошо работал на контексте в миллион токенов. И он действительно неплохо на нем работает, вот, и они первые, кто сделали, то есть у Opus еще не было миллиона токенов, когда Gemini появился с миллионом токенов, а сейчас они, видимо, все-таки смогли технологически сделать так, чтобы 2 миллиона токенов работали там не сильно хуже, чем миллион. Ну и при этом саму Gemini 3.5 анонсировали в мае, вот, и выложить ее должны были как бы уже к текущему моменту, но запуск перенесли как раз-таки на конец июня, но примерно неизвестно когда. То есть пока что еще точных дат нету. Вот. Да, и, кстати, это прикольный момент, то есть, значит, Anthropic выпускает модель самую умную, которую блокирует, а Gemini не может выпустить модель уже месяц, это пытается ее выпустить, Она но все получается в каком-то не превью успевает. формате, насколько я понял. То есть она доступна, видимо, какому-то ограниченному количеству людей, вот, но пока ее почему-то не хотят в глобал вытаскивать, но посмотрим, когда это все. Отсюда плавно переходим к, соответственно, нашей любимой Fable 5 модели, которые Anthropic должны были выкатить, но которую, к сожалению, заблокировали. Мы на прошлой неделе все это подробно тоже разобрали, как так произошло, почему, но на этой неделе появились новые небольшие инсайты и апдейты по этой новости. 12-го ее заблокали, а выпустили ее за Окей. несколько дней до этого, типа там 9 или 8. Короче, что 12 числа, что было вот на этой неделе, то, что США попросили модель ограничить для других стран, потому что они видят в этом какую-то угрозу, видимо, безопасности или что-то такое. И это первый вообще прецедент в истории искусственного интеллекта, когда модельку вот так вот блокируют на уровне государства и ограничивают для других стран.
Да, и ее, получается, все думали, что быстренько вернут, ни хрена ее не вернули. Антропик 18 июня сказали, что скоро вернем доступ, в ближайшие дни все будет хорошо. Сегодня 20 июня, доступа все еще нет, но я видел уже новость про KYC, что тебе нужно будет подтверждать аккаунт в Клоде по паспорту, вот, и получается, если ты гражданин США, то ты сможешь получить доступ к Fable, а если не гражданин, то не сможешь. Вот, и Ну, честно сказать, кстати, я это не знаю, может быть, будет немножко как, мрак. знаешь, может быть, как на криптобиржах, знаешь, типа вот эта же тема с KYC, и, в принципе, ее можно, наверное, будет пройти, но смотря, конечно, как там будет, вот, типа, пока непонятно, каким, собственно, странам это будет доступно. Если, допустим, выпустят указ, что это будет только на территории США, то только люди с паспортом США, допустим, смогут это сделать. Но очень надеюсь, что до KYC не дойдет, потому что, мне кажется, это вообще, это будет ужас полный. Ну да, это прям неприятно. Прикиньте просто вход в какой-нибудь там Яндекс GPT через госуслуги, типа, это будет то же самое. Да, нет, это жестко. Это что-то, И это просто все прям, будут знать, что ты там пишешь своему это коду. прямо неприятно. Это куда-то не туда, честно сказать, идет, куда хотелось бы вот с этими Ну, KYC. видимо, они пытаются контролировать, потому что немного уже все власть требуется, потому что происходит жесть. Тут надежда остается только вот на чуваков эти братья Либерманы, которые там делают, значит, децентрализованный и с этими разбитыми там серверами и, значит, свободной вот этой экосистемой всей, типа биткоин, но про ИИ, то есть что будут майнить люди мощности для этого децентрализованного ИИ. Вот эта тема, конечно, хотелось бы, чтобы у них получилось, вот, потому что Ну, кстати, когда вот грустно, это. что как-то, да, что не догоняет как-то вообще типа криптомир, веб-3 технологии до искусственного интеллекта, потому что, мне кажется, они должны быть взаимосвязаны, потому что, типа, когда вот все вот эти LLM-модели под контролем одних и тех же людей, ну, это, наверное, не совсем хорошо и не совсем безопасно, да. А когда это децентрализовано, это гораздо более устойчивая позиция, и в этом плане, к сожалению, Web3 не догоняет. У меня даже, ребят, у меня даже футболка in Web3 we trust, поэтому мне кажется, что за этим будущее, но почему-то оно как-то не доходит. Ну, есть, ну, как минимум, нет, там много кто пытается, но вот основные такие, про кого я слышу, потому что они самые громкие и ходят ко всем на интервью, да, вот эти либерманы, братья. То есть они, в общем-то, эту тему и делают. То есть они пытаются, они говорят, что хреново, что регулирует государство самые мощные модели. Нужно, чтобы было децентрализовано, чтобы люди могли, любые люди пользоваться, да, и делают вот эту свободную экосистему из децентрализованного ИИ. Что, на самом деле, тоже несет в себе очень большие риски, но это мы обсуждали неделю назад, что примерно 25% вероятность уничтожения человечества, и мы просто живем с этой информацией, ничего мы сделать не можем. Вот. Идем дальше. Следующие две новости самые такие интересные, потому что вот они на самом деле какой-то реальный прогресс уже показывают с ИИ, не просто какие-то абстрактные цифры, а там вот эти громкие новости и так далее. Искусственный интеллект сделал впервые полноценное научное открытие и практически сделал это автономно. Что в этом интересного? Здесь не будем углубляться в эти какие-то химические детали, детали самого исследования и что, собственно, искусственный интеллект открыл, но сам факт того, что агент уже практически автономно запустил там какие-то 10 тысяч разных гипотез, протестировали там 10 тысяч разных реакций и нашли как раз-таки какую-то там интересную связку, и все это произошло практически автономно. Что это говорит? Это говорит то, что в будущем, возможно, такие тесты будут проходить глобально, и, соответственно, Ишка уже сможет находить что-то без участия людей и делать какие-то реальные научный прогресс, и не только в области химии, а там в том числе и в других. Что на самом деле вот для меня самое интересное. То есть это, я так понимаю, какой-то первый такой задокументированный эксперимент, когда они не просто там консультировались с ИИ, когда они ему дали какую-то свободу, сказали типа вот тебе, ну там, так сказать, вся инфраструктура, вот проводи тесты и сам выводи гипотезы, то есть они дали там конкретную проблему. Вот, я даже могу кратко, в принципе, рассказать, нашел инфу, там, что это, что именно это была за проблема. Значит, получается, история следующая, что им нужно было сшить два куска молекулы, то есть связь азот-углерод, а эта связь, она является скелетом для огромного количества лекарств. Вот. И фишка в том, что там предыдущий способ связи этих двух молекул, он давал
очень, ну, там, очень большое количество брака и ценного материала, который получался по итогу, то есть самого лекарства. То есть получается, что делают эту связь, там добавляют еще нужные молекулы, оно все должно как-то вместе держаться, и вот из того, что получалось, там только 16% было там реальным лекарством. То есть очень много уходило просто в брак. Вот они сказали, что типа попробуй там увеличить этот процент качественных связей, вот, и он нашел какой-то, значит, новый, вот, взял известный какой-то реагент, который просто не пробовали, да, подключить вот к этой реакции. И, значит, этот реагент, он смог там при его вот примеси повысить с 16 до 25% качество там лекарства, точнее, количество лекарства из той же закладки, того же количества исходного материала. М. Вот, то есть это и экономия денег, да, и, ну, увеличение количества лекарства, которые ты можешь получить из одного и того же количества исходного материала. Вот, и это сделала ИИшка. То есть она сама нашла, там, вывела там 10 тысяч гипотез, и вот одна из них вот оказалась такой, да, которая вот сработала и действительно дала такой вот прирост. И ты здесь действительно прав, что это такое неплохое начало, и то, что это будет абсолютно во всех научных сферах тоже, да, какие-то запускаться такие эксперименты и по чуть-чуть, по чуть-чуть. Если сейчас это все в таком полуавтономном режиме, то потом это будет в полностью автономном режиме. То есть это очевидно, куда это идет. Потому что 2 года назад и даже о таком еще никто не мог подумать. Отсюда следует еще одна новость, которая тоже очень сильно меняет вообще весь контекст происходящего и тоже на самом деле дико важная. Это то, что сам капитал, да, потому что все, ну, как бы большие модельки, они строятся на капитал инвесторов, это самое по факту важное. Он утекает в, соответственно, больше не LLM-модели, которые, соответственно, ну, когда ты пишешь там, в чат GPT, например, он отвечает тебе просто исходя из того, какое там слово будет наиболее вероятно. Это прям супер простое, супер такое базовое определение вот этих LLM-моделей. То сейчас все модели переходят на... Ну, не все модели, да, есть отдельные какие-то стартапы по типу тех, что на экране, там, Odyssey, Casp AI и другие, которые делают, соответственно, модели, которые понимают, как устроен наш с вами реальный физический мир. Вот. И как раз-таки сюда утекают очень большие деньги, и это дает то, что искусственный интеллект будет уже обучаться дальше на таком, работать на таком, и можно будет, соответственно, создавать разных роботов, которые понимают, как работает мир, и не делать, допустим, тестирование в реальной жизни, а делать это просто в каком-то сэндбоксе, да, в рамках вот такой вот модели. Вот. Ну и люди, эксперты говорят, короче, что за этим все будущее, что дальше всем будем пользоваться, наверное, такими моделями. Подбирается к тому, чтобы какую-то полную запустить такую симуляцию, да, там, и вот эта грань еще, может, что мы в симуляции живем, вот у меня это к этим, потому что, может быть, мы чья-то просто, вот этот весь наш мир, чья-то LLM, ну, не LLM, а чья-то, да, это модель, которая на самом деле является симуляцией, и тут нас всех это тестирует. Есть трилемма Бострома, которая утверждает, что мы живем типа на 50% и даже больше в компьютерной симуляции. Вот это просто к слову. Вот, если кому-то интересно, можете загуглить, поломать свои мозги. Ты видел эти видосы, короче, где берут, типа, разные модельки, запускают там сервер в Майнкрафте, где они друг с другом, типа, играют. Да. И там прям там дикие сценарии, знаешь, там, где, короче, там, Клод построил там какое-то демократическое государство, Клод, ой, там, или там Грок уничтожил весь мир, чат GPT там какой-нибудь, не знаю, ну, короче, дикие сценарии вообще. Это, кстати, я не видел, надо глянуть, это прикольно. Ну, Интересно. если обобщить, то просто деньги уходят в туда, где искусственный интеллект соприкасается с реальным миром. Вот такая получилась неделька. Вообще мы этот выпуск сняли потому, что прошлый выпуск зашел, на удивление. Неплохо набрал по просмотрам, по реакциям. А мы же обещали то, что если будут реакции, то мы снимем второй выпуск. Вот мы его и сняли. Поэтому, да, чтобы дополнительно нас замотивировать снять выпуск на следующей неделе, тоже имеет смысл что-нибудь написать в комментах, отлайкать, переслать это видео кому-нибудь. Вот. Ну и Да, будем всем стараться друзьям, делать маме, папе, собаке, всем закиньте обязательно, это видео, обязательно. потому Мы что все будем должны стараться знать в курсе. каждую неделю будем стараться делать выпуски, такие новостные дайджесты, если они будут заходить. Вот, потому что мы тоже самим интересно разбираться, что за неделю произошло. Как-то так это структурированно раскладывать. Подписывайтесь на канал Влада в Ютубе и на телеграм-канал Влада. Подписывайтесь на меня, на мой телеграм-канал. И до скорых встреч через неделю.